Одно из первых, что сделал Владимир Путин после того, как объявил о нападении на Украину, он встретился с богатейшими людьми России и главами крупнейших госкомпаний. Эта встреча прошла 24 февраля, то есть буквально через несколько часов после того, как мы услышали о демилитаризации и денацификации. И вот заметка ТАСС, заголовок. Во встрече с Путиным в Кремле приняли участие 37 представителей крупного бизнеса. И как будто нарочно перечисляются все эти 37 фамилий. Петр Авен, Герман Греф, Алексей Миллер, Игорь Сечин, Владимир Потанин и Дмитрий Мазепин. Ну а также Тигран Худовердян и Сулейман Керимов. И многие-многие другие. Тогда было не очевидно, а теперь совершенно ясно. Полный список участников встречи Государственное информагентство опубликовало совсем не случайно. Путин, как и за 3 дня до этого на заседании Совбеза, создавал соучастников своих преступлений. Мысль циничная, но рациональная. Чтобы не выглядеть сумасшедшим, ответственность за спорное решение нужно поделить с другими. И вот ты уже вроде как и не маньяк-одиночка. У вас таких теперь много. Европейские чиновники вносили российских предпринимателей в санкционные перечни, и в частности по этому признаку, кто встречался с Путиным сразу после начала войны. Однако за эти почти 3 года судьба гостей Кремля в тот день и шире богатейших людей России сложилась по-разному. Только единицы разорвали отношения с режимом, ну а многие, наоборот, нажились на войне, ну а кто-то выбрал стратегию спрятать голову в песок и переждать. И вот интересно, что же они думают о войне? Как она повлияла на их благосостояние и имеют ли они влияние на Путина сейчас? Будем разбираться в этом сегодня. С вами Павел Коныгин, главный редактор «Продолжение следует». Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш YouTube-канал. Это очень важно для нас, особенно сегодня, когда YouTube в России замедляют. А получать доступ к независимой информации становится все труднее. И хочу сказать особое спасибо нашим патронам-спонсорам. Людям, которые не просто участвуют в создании наших роликов, но и инвестируют тем самым в будущее России. Мы не боимся, потому что мы вместе, а вместе мы не одиноки. $125 миллиардеров россиян насчитала в 2024 году редакция российского Forbes. И это рекорд. Совокупное их состояние выросло с прошлого года на 14% и составило $577 миллиардов. Это просто огромные деньги. И примерно 1/4 всего российского номинального ВВП. Рассказывать про каждого участника списка я не буду, да и вам, наверное, не интересно. Так что приведем несколько самых показательных примеров и обсудим их. Ну и, конечно, номер 1 – это Роман Абрамович, пожалуй, самый известный и в то же время один из самых непубличных олигархов из окружения Путина. Когда-то он поучаствовал в приходе Путина в Кремль, и теперь связан с ним по рукам и ногам. Как только началась война, он сразу понял, что рискует лишиться всех своих активов на Западе. Спойлер, так отчасти и произошло. Но в феврале-марте 22-го Абрамович, пытаясь спасти ситуацию, примерил на себя даже роль переговорщика. Однако, судя по всему, с позволения Кремля и исходя из его интересов. Вот кадры из Стамбула. В западных изданиях сейчас появляется разная информация по поводу того, насколько Россия и Украина были близки к тому, чтобы договориться о прекращении огня. В участии Абрамовича видится холодный расчет. Впрочем, продюсер Александр Роднянский, который в свою очередь был связующим звеном между олигархом и офисом Зеленского, утверждает, что Абрамович – человек эмпатичный, и это стало для него главной мотивацией для участия в переговорах. Выстраивание нового образа такого миротворца, одному из богатейших людей России, не помогло. Абрамовичу пришлось продать Челси, а вырученные деньги он обещал передать в фонд помощи пострадавшим от войны в Украине. Правда, средства так и застряли в Великобритании. Но об этом чуть позже. В начале вторжения Абрамович рассчитывал купить санкционные послабления. Из-за него, например, вступались даже представители еврейской общины, так как олигарх делал крупные пожертвования, и в частности музею и исследовательскому институту Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме. И, кстати, даже Владимир Зеленский просил Джо Байдена не вводить против Абрамовича санкции в связи с его ролью переговорщика. И очевидно, что это помогло. Американцы так и не внесли предпринимателей в свои санкционные списки. Вот такая вот она, реалполитик. Но сделали это Евросоюз, Великобритания, Канада, Австралия, Швейцария, Новая Зеландия и сама Украина. Когда стало понятно, что выход из европейского перечня Абрамовичу не светит, передача денег от продажи Челси украинцам, как по совпадению, остановилась. Эмпатия, а деньги к деньгам. Родившийся во Львове основатель Альфа-банка Михаил Фридман в феврале 22 года, пусть осторожно, но все же высказался против войны. И сделал он это в письме сотрудникам лондонского офиса своей компании. Я его процитирую.
Я не делаю политических заявлений, я бизнесмен и несу ответственность перед тысячами сотрудников в России и Украине. Но я уверен, что война никогда не может быть решением. Нынешний кризис будет стоить жизни и нанесет ущерб обоим народам, которые были братьями на протяжении сотен лет. И слова Фридмана моментально стали публичными. Но, думаю, на то и был расчет олигарха. Позже письмо опубликовала и газета Financial Times, однако все это не уберегло Фридмана от санкций. И в частности в Великобритании, где он на тот момент жил. Меньше чем через месяц олигарх жаловался на то, что его жизнь разрушена и ему нечем оплачивать услуги уборщицы. Он убеждал журналистов в том, что никогда не работал на государство и влияния на Кремль у него больше нет. Мол, даже если он и скажет Путину, что необходимо прекратить войну, тот его не послушает. И вот еще одна цитата. «Если представители Евросоюза считают, что из-за санкций я могу подойти к господину Путину и сказать ему, чтобы он прекратил военные действия, и это сработает, то, боюсь, у нас у всех очень большие проблемы. Значит, что те, кто принимает эти решения, ничего не понимают в том, как устроена Россия. Зато хорошо понимает сам Фридман. Так и не дождавшись возможности нанять уборщицу, Фридман уехал из Лондона в Израиль, а оттуда стал наведываться уже в Москву. О чем, с кем и на каких условиях он там договаривается, остается только догадываться. Ну а его давний партнер и экс-глава Альфа-банка Петр Авен в августе 2023 года рассказывал, что живет теперь в Латвии. Он тоже не делает отчетливых антивоенных заявлений, хотя добивается исключения из санкционных списков. Авен участвовал в той самой встрече с Путиным 24 февраля, но теперь говорит, что это не повод считать его сторонником или спонсором войны. Одной из причин введения санкций является встреча с президентом Путиным. Однако госпожа Меркель и господин Эрдоган, например, тоже встречались с президентом Путиным гораздо чаще, чем любой российский бизнесмен. Так почему же их нет в санкционных списках? Ну, наверное, Петр Олегович не вводит потому, что как лидерам своих стран им приходится встречаться и вразумлять своего хулиганистого соседа, правда? И вот жаль, что такой возможности уже давно нет у бывшего главы крупнейшего частного банка. И Абрамович, и Фридман, и Авен явно пытаются лавировать и разрывать отношения с Кремлем окончательно не торопятся. И полноценно пользоваться лондонской недвижимостью они тоже хотели бы очень сильно. Но поговорим и о другой, гораздо большей группе олигархов и предпринимателей, о тех самых, кого уже очень сложно представить за пределами России. Олег Дерипаска уже не единожды высказывался за прекращение огня. Правда, неизменно добавлял, что на это должны пойти обе стороны. Как будто мы не знаем, чьи войска первыми вторглись на чужую территорию и в чьей власти закончат боевые действия в любую минуту. Да и одно дело интервью, а другое дела. Выступая за прекращение огня, Дерипаска одновременно владеет военно-промышленной компанией, которая производит бронированные машины и БТРы. Ну а другая его компания поставляет алюминий более чем 20 оборонным предприятиям. Из этого алюминия делают самолеты и ракеты, которые летят на Харьков, Одессу и Киев. Но ничего личного, чисто бизнес. Ну а так-то Дерипаска, конечно, против кровопролития. Владимир Потанин не делает даже таких аккуратных заявлений, как Дерипаска. Владелец холдинга «Интеррос» и Норильского никеля, он образец чистейшей лояльности. Лишь иногда он осторожно высказывается против национализации. Ну а в остальном Владимир Потанин делает вид, что все в порядке, и утверждает, что с радостью заменил привычные зарубежные поездки на экскурсии по Волге. Впрочем, знающие олигарха люди говорят, что живет Потанин на личном острове, куда летает на персональном джете. А вы говорите «Волга». Прошлым летом, когда я понял, что уже никуда ехать не надо, чтобы не нарываться на скандалы, эти бесконечные разговоры про кто прав, кто виноват, мы просто с большой компанией поехали на теплоходе по Волге, и я вспомнил, как говорится, молодость, эти вот, пионерские лагеря, туристические базы, костры, песни под гитару. Зашло отлично. Поэтому я думаю, что потерпим. Там они сейчас опомнятся, а мы потерпим, вот по своей стране поездим. Многие бизнесмены, которые в новой реальности пытаются все же построить бизнес за пределами России, стараются лишний раз не вспоминать о прошлом. Так, например, основатель Яндекса Аркадий Волош теперь представляется как родившийся в Казахстане израильский технологический предприниматель. Он боролся за снятие санкций с самого начала, и весной этого года это произошло. Голландская компания «Воложа» теперь не имеет к Яндексу никакого отношения. Она занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Уже летом он дал интервью, в котором назвал войну варварством, а на вопрос, почему же не сделал этого раньше, ответил, что не имел такой возможности. Выходит, Волош оказался расчетливее Олега Тинькова, который высказался до того, как вышел в кэш. Видимо, был прав Михаил Фридман. Он говорит, ты реально сумасшедший. Он говорит,
Тебе надо сначала продать, потом заявить, сказал Миша. Но были среди российских богачей и те, кто поступил совсем радикально. Например, 10-долларовых миллиардеров после начала войны вообще вышли из российского гражданства. И про одного из них расскажу через 40 секунд. Друзья, ваша поддержка – это то, что позволяет нам делать важную работу и доносить правду, несмотря на удушающую хватку диктатуры. Присоединяйтесь к нашим закрытым каналам, где мы делимся эксклюзивным контентом и обсуждаем самые актуальные темы напрямую с вами. А для всех наших патронов мы запустили закрытый чат, где можно общаться с единомышленниками, со мной и, конечно, нашей командой. Вместе мы сильнее, и ваши голоса имеют значение. Все ссылки есть в описании. Самый яркий пример вышедшего из российского гражданства, конечно же, Олег Тиньков. После того, как он высказался против войны, ему пришлось продать свой бизнес. Покупатель нашелся быстро. Структуры того же Потанина приобрели банк и другие активы, как рассказывал сам Тиньков, за копейки. Отказавшись от красного паспорта, Тиньков призывал перестать работать на фашизм и других крупных предпринимателей. Правда, мало кто прислушался. Никто из самых богатых россиян не примерил на себя кепку с буквой «З», не поехал в Донбасс и не стал даже публично жертвовать миллионы на гуманитарку мобилизованным. В то же время почти никто из них так и не выступил наотмашь, так как это сделал сам Тиньков. Хотя, по всей видимости, многие думают точно так же, как и он. Но вот послушайте вот эту, ставшую уже каноническую запись. Он не рулевой, он не рулил, он всегда говорил то, что ему писали. Он летал туда-сюда, из него создали медиа там и так далее, героя. А в таких ситуациях он оказался вот тем, кем он сейчас есть. Все. И вся его команда такая. Да, пустышка, блядь. Пустышка, блядь. Закомплексован и этот, и второй лилипуты, блядь. Недоросшие, закомплексованные, блядь. Когда эта прослушка была опубликована, все стали обсуждать Иосифа Пригожина и смеяться над его нелепыми объяснениями. Мол, все это подстава какая-то, голос не мой, подделала нейросеть, дипфейк, короче. А ведь второй голос на записи, на секундочку, принадлежит Фархаду Ахмедову, 82-е место российского Forbes. Человек с состоянием $1,5 миллиарда в частном разговоре называет Путина сатаной и закомплексованным лилипутом. Собеседник соглашается с тем, что он просрал страну. И еще раз отметим, что говорить такое открыто бизнесмены, конечно, боятся. Но совершенно точно думают. Так же думают и многие чиновники среднего и высшего ранга. Ну, конечно, предусмотрительно молчат. В частных разговорах они объясняются просто. Ну, ты же понимаешь, но вот понять такое на самом деле очень сложно. К сожалению, большие деньги часто делают людей политически стерильными, всеядными и готовыми отступать от своих принципов. Но все эти люди чутко реагируют на направление ветра. И стоит только этому ветру перемениться, как бизнес снова вспоминает про принципы. Пишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях, и продолжение следует.